А давайте договоримся. С нас качественный контент, а с тебя подписка на канал. По-моему, равноценный обмен. Подписался? Молодец. Ну а теперь, когда мы обменялись любезностями, самое время перейти к теме ролика. Вы находитесь на самом лучшем игровом канале, автор ролика ваш покорный слуга Денис, а у микрофона Утенков Глеб. Из года в год на просторах интернета я то и дело натыкаюсь на комментарии в духе того, что на территории нашей необъятной не производят хороших игр, и вообще у нас ничего своего нет, лишь неудачные копирования. С этими тезисами я в корне не согласен, и в поисках опровержения этим заявлением я надеваю свой скафандр и отправляюсь в далекий космос за нашей первой игрой, достойной внимания. Космические рейнджеры. Космические рейнджеры вышли тихо и без лишнего шума в далеком 2002 году. Как ни странно, компания-издатель 1С не видела перспектив в рейнджерах и никак не рекламировала проект. Но случилось чудо. Игра оказалась настолько годной, что радостные вести о ней распространялись как какой-нибудь коронавирус пару лет назад. И уже тогда стало ясно – сиквелу быть. Как пишет сама Википедия, жанр космических рейнджеров – эпическая игра. И по сути своей так оно и было, ведь в игре была и глубокая ролевая система с полной свободой отыгрыша, вариативные текстовые квесты, которые влияют на ход игры. А еще в ней были элементы стратегии в реальном времени и с пошаговой боевкой, да и вообще много чего еще. Разработчикам прекрасно удалось комбинировать жанры и уместить их в одной игре. Вы можете стать злым захватчиком космоса и устроить тиранию, или наоборот, можете побороться за спасение космоса. Не хотите ни того, ни другого? Пожалуйста, можете стать торговцем и помогать фракциям, не принимая прямого участия в баталиях. А может вы вообще не хотите всем этим заниматься и хотите просто блуждать по бесконечному космосу? Да ради бога, и без вас справятся. И в этом главная прелесть игры, она не вращается вокруг игрока, и события в сеттинге игры будут развиваться даже без вашего участия. Грубо говоря, позвольте ей, и игра сама себя пройдет, а вам только и останется, что пожевывать карамельный попкорн и наблюдать за событиями. И по сей день никто не добился такой симуляции жизни, как в космических рейнджерах. Были еще попытки у Сталкера, но в конечном итоге от этой технологии пришлось отказаться. Позже, в 2004 году, вышел сиквел «Космические рейнджеры 2. Доминаторы». И Доминаторов многие заслуженно считают лучшей отечественной игрой. А в 2013 году на свет появился ремейк второй части, добавляющий в игру новую сюжетную линию, музыку и другие улучшения. Ссылочку на страничку в Steam я прикреплю в описании к этому видео. Триквел серии свет так и не увидел, но самые ярые фанаты и по сей день ждут, хоть какой-то весточки от разработчиков. Что ж, пусть ждут. А мы тем временем из далекого космоса переносимся во времена Второй мировой войны и примерим на себя роль агента спецслужб. Смерть шпионам. Смерть шпионам — это стелс-экшен от третьего лица. Главный герой Семен Строгов, агент военной контрразведки СМЕРШ. Игра вышла в далеком 2007 году, и хотите верьте, хотите нет, но игра давала фору даже популярному на тот момент Hitman Blood Money. Нет, я не сошел с ума. СМЕРШ поделен на несколько уровней, но зачастую цель у нашего протагониста не убить, а, к примеру, проникнуть на тайную базу, выкрасть документы, похитить человека и все в этом духе. Некоторые механики, с которыми мы уже знакомы по Хитману, здесь улучшены и доработаны. Например, вы можете устранить противника, снять с него одежду и переодеться, чтобы сойти за своего в окружении врагов. О нет, все не так просто. Чтобы переодеться в форму врага, его нужно устранить чисто и аккуратно. Ведь в случае, если на форме будет кровь, враг тут же заподозрит неладное и откроет огонь. Это еще не все. Также вас могут заподозрить, если, например, ваше оружие отличается от уставного, или на ваших плечах за спиной свисает рюкзак, которого на форме быть не должно. Поэтому, перед тем, как отправиться на миссию, вы должны ее тщательно распланировать. И вся прелесть СМЕРШа вот в таких мелочах. Играть в игру рекомендуется строго на высоких уровнях сложности, как и в остальные стелс-экшен игры подобного типа. Только тогда игра раскрывает весь свой потенциал и заставляет игрока думать на несколько шагов вперед, подобно шахматной партии.
У игры были все шансы встать на один уровень со Splinter Cell и Hitman, но, к сожалению, сиквел игры восприняли уже не так радужно, и сейчас серия покоится где-то под руинами отечественного геймдева и вряд ли возродится. More Utopia. Что ж, зато More Utopia получила свое возрождение в виде ремейка пару лет назад. Но не о ремейке пойдет речь. More вышел в далеком 2005 году, разрабатывала ее студия Ice Peak Lodge, на счету у которой есть и другие интересные проекты. Я прекрасно помню, как еще в 2005 году я, листая журнал Игромания, наткнулся на обзор этой игры. И уже тогда эта игра показалась мне какой-то загадочной, странной и необычной. И даже сейчас, спустя много лет, мое мнение не изменилось. Игра была награждена как самый нестандартный игровой проект на ежегодной конференции разработчиков игр, а сами авторы определяют свою игру как симулятор выживания в условиях эпидемии. На деле же жанр и вправду трудно определить, это одновременно и симулятор ходьбы, и РПГ в открытом мире, и квест. Действия игры разворачиваются в небольшом городке вдали от больших цивилизованных мест. В городе распространяется страшный мор, вирус, лечить который не может ни народная медицина, ни наука. Играть нам предстоит за 3 персонажей. По порядку: следователь, хирург и девочка со своими тараканами. У каждого свое видение мира, своя правда и своя судьба. Но всех объединяет одна миссия – выжить и спасти других. На все про все нам дают 12 дней. Спасут или нет, зависит от вас. Эта игра пропитана атмосферой одиночества, бесконечной тоской и постоянным чувством тревоги. Дать человеку лекарство или оставить себе? Пойти мародерствовать или попытаться протянуть еще денек так? Помочь ползущему к вам зараженному, молящему о помощи человеку или пройти мимо? Эти и многие другие вопросы задает игроку игра, и далеко не на все из них вам захочется отвечать честно. More Utopia — это удивительный и жестокий мир, который не делится на черное и белое. А после прохождения у вас надолго останется грустный, тяжелый осадок в сопровождении с размышлениями о чем-то глубоком и неоднозначном. More Utopia — это произведение искусства. Игра уже обрела статус культовости, а ее автора некоторые уже провозгласили местным Кодзимой. Корсары. Ну что, пацаны, йо-хо-хо! И бутылка рома? Примечательно, что студия-разработчика Акела начинала с пиратской деятельности, но позже перешла в легальное поле, и их первой крупной игрой стала игра про пиратов. Иронично. Первые Корсары вышли в 2000 году, и на тот момент это была полноценная и большая РПГ с открытым миром, выбором фракций и, самое главное, морскими баталиями. На тот момент у игры аналогов просто не было, и игра стала настоящим хитом как в странах СНГ, так и на Западе. Вы могли устраивать артиллерийские баталии с другими кораблями, брать их на абордаж, уничтожать форты и много чего еще. Также в игре были и случайные события, где вас могло, например, занести в шторм или кто-нибудь мог попробовать вас атаковать. Также в игре был большой выбор кораблей, некоторые из них покупаются за золото, а некоторые нужно отвоевать. По сути, Корсары — это первопроходец в жанре симулятора пирата, породивший на свет еще много игр в подобном сеттинге. Из недавних могу вспомнить «Море воров» от Microsoft. Сиквел игры спокойно себя разрабатывался, и тут в дверь Акелы постучался не абы кто, а сами Дисней, и выкупили игру для рекламы своего нового фильма «Пираты Карибского моря». И в 2003 году выходят Корсары «Пираты Карибского моря». Что примечательно, на Западе игра называлась просто Pirates of the Caribbean, уже без приписки Корсары. Сейчас серия еле жива, а слухи о новой части ходят уже как пару лет. Дождемся ли мы продолжения, не знаю. Хотелось бы верить, но верится с трудом. King's Bounty. Корни King's Bounty растут из бородатого 1990 года, и игра заложила основы в целый жанр пошаговых ролевых стратегий. В 2007 году ранее упомянутая студия 1С купила права на использование торговой марки King's Bounty и доверила разработку ремейка игры 1990 года студии Katauri Interactive, уже знакомой нам по шикарным космическим рейнджерам.
Катаури на тот момент уже делали игру с названием «Легенда о рыцаре», и все, что им оставалось, это адаптировать игру под сеттинг King's Bounty. Так и родился на свет один из самых ярких представителей отечественных RPG — King's Bounty — «Легенда о рыцаре». Игра очень напоминала героев меча и магии, но не сделана под копирку, и во многих аспектах она вообще идет по другому пути. Игра дает на выбор 3 класса. От выбора зависит дальнейший стиль прохождения, все как и полагается для трушной RPG. Помимо пошаговых боев и исследования большого и детализированного мира, на мой взгляд, самая главная изюминка в игре в диалогах. Я даже не побоюсь сравнить их с диалогами из Disco Elysium. Для написания диалогов в игре студия пригласила настоящих писателей, которые прекрасно справились со своей задачей, и каждый диалог в игре выглядит по-настоящему живым. Кроме всего этого, в игре нам предстоит и обустраивать личную жизнь. Например, вы можете расколдовать лягушку и жениться на ней. Не хотите жениться на лягушке? Понимаю. Можете жениться на отчаянной пиратке или благородной эльфийке. А если ваши отношения зашли слишком далеко, то пора и детей заводить. Да, в игре прямо как и в каком-нибудь Fable, ну или в реальной жизни, можно завести семью. Игра не надоедает и даже спустя десятки часов постоянно подкидывает что-то новое. Сиквел игры вышел в 2021 году и, к сожалению, не обрел такого успеха, как ее предшественница, и далеко не всем понравилась эта игра. Зато я надеюсь, что наш ролик вам понравился, и вы уже подняли пальчики вверх, прожали колокольчики и подписались на канал в знак благодарности за нашу работу. Какой можно сделать вывод из всего вышеизложенного? Это далеко не весь список достойных внимания игр, и про каждую из них можно рассуждать долгими часами. Но самое главное мы выяснили, что у нас были как и смелые эксперименты с механиками, которые никому не удалось повторить, так и первопроходцы жанра, породившие многих последователей. Конечно, вы можете контраргументировать, сказав, что все эти игры старые, сейчас ничего подобного нет, и отчасти вы будете правы. Но и я вставлю свои 5 копеек, сказав, что за последние годы в принципе ничего нового и удивительного не выходило. Ладно, что-то я заболтался. Если вы хотите видеть вторую часть ролика, где мы пройдемся по более свежим проектам, вы знаете, что делать. Также вы можете предложить свои варианты игр, которые достойны внимания игроков. Ждем ваших комментариев, всем отвечу. До новых встреч!